какой-то. Так сказать, огонька не хватает, Андрюша. В своем вейкле не хватило огонька. Подожди, сейчас через полгода я не буду писать. Совсем по-другому. Баланс очень сложно вводить. Я тебе говорил. Я тебе говорил. Он колокола по громкости. Фишка барабанщиков, то, что они в голове сразу несколько размеров держат. И в принципе это джазовых музыкантов фишка, то, что несколько размеров в голове. То есть ты сможешь сейчас по 5 сыграть. Значит, можешь Анатолий, получается по 5 читать. А теперь так. По 5. Я играл это, я понял, просто мне сразу не перестроить. По 7, вот я максимум еще по 7 могу считать. Знаете, вот X5. Вообще она в джазе как играет, по-моему, так. Что фишка этой темы? Эта тема, помимо того, что она играет, как бы, то, что она просто 5 четвертей, она еще и тривольная. Ну, 105-я, вторая сейчас будет вот снимается. А Ларс фон Триер, камеру снимал? Тишина в студии. Вейкл. Запись идет. Юхарный бабай. Вдруг возвратится однажды к ней, не свела в пустоту судьба, согревал блеск любимых очей, да и путь подсказала судьба. За окном только шелест. Что-то там, по-моему, судьба уже была, да, слова? Ну, к словам, извини, я не могу придраться. Припев, да, Сань? Это Нет, человек мы... 19 лет отсидел, он Нет, знает, давай... что писать, какие там слова. Сами слушаем вот эту часть. А, мольба, надо было спеть. Это я. Ага, о, Саня-то не под это, слова не... Так вообще не тот куплет спел. Нет, тот только слово перепутал. Но Так, это подожди. мольба. Где мольба? Где судьба у него? А я не слышу. Вот. Миш, это Вот. все прекрасно, но я не слышу. Да, пой вторую часть куплета. Да вообще Сейчас, весь- подожди, весь я хочу. куплет. А зачем Подожди. весь? Где Мне мольба не была нравится, уже? как интонирование там в носках еще поется. Он хочет все перепеть. Не вопрос. И пишете? Нет, нет. Откуда начинать? Вот здесь. Вот сейчас было дров. Но я сейчас не Ну, успею. ты правильно начал, правильно. Сейчас я не успею просто. Сейчас.
Может. Сейчас. Вот отсюда, да? Друг. Там сбой был. Сбой. Как раз в А. этом месте между. Вдруг возвратится однажды к ней, не свела в пустоту мольба, согрева блеск любимых очей. Да и путь подсказала судьба. На чириканье поздних снах тихо спишь, утомившись в любовных стонах. Даже, может быть, до утра только мне не до сна, на тебя, как богиню, нагляжусь после долгих лет. Ты все годы собой за меня святыню и была словно амулет. Раз, два, три. Нормально. Нормально. Раз, два, три. Андрюша, не косячь. Тише, пожалуйста. Раз, два, три. Со звуком какая-то хреновня. Я шел, отбрасывая тень. На каменистую дорогу Мартенка мне натерла ногу, сбилась сказка на мигрень. Поляшка полкает приклад. А я все думаю о бабах. И спотыкаясь на ухабах, вспоминаю русский бан. О, Армия, это я! О, Армия, это я! Главной части сегодняшнего мероприятия, посвященного поэзии. У нас здесь порядка 6 участников. Каждый из нас пишет на различные темы. Ну, мы придерживаемся на данный момент утвержденного регламента, где стихи должны быть посвящены любимому человеку, детям, там, любимому дому и так далее. И вот прошу вас тоже настроиться, что в соответствующем ключе будут проходить этот конкурс. У нас список, порядок, у тебя, Саш, да? Кто у нас с новостью начинает? Но перед тем, как приступить к конкурсу, надо, конечно, всегда представить тех, кто этот конкурс патронирует, естественно. Ну что, друзья, сегодня мы открываем первый этап конкурса с открытым сердцем. Он проходит по всем исправительным учреждениям. Он традиционный, ежегодно проводится. И сегодня мы готовы открыть этот конкурс. Он проводится с целью адаптации осужденных на свободе. Да? То есть мы таким образом, выявляя таланты, выявляя творческие личности, тем самым повышаем культурный, нравственный, духовный уровень всех присутствующих, и тех, кто выступает на сцене, и тех, кто слушает. Таким образом мы приближаем их к свободе, другими словами, да, и пытаемся помочь им, чтобы им стало легче там адаптироваться, легче жить и встречаться с родственниками, ну, встать на правильный путь, найти работу, состояться как личности.
вернуться в семью, любить своих родных, близких, свою любимую девушку, маму, детей своих. Вот когда человек пишет стихи, пишет музыку, значит, может быть, музыку сочиняет и песни сочиняет, мне кажется, он как личность реализуется и не сможет встать на преступный путь повторно. И таким образом мы находим таланты. На первом этапе они вот сегодня у нас конкурс поэзии, да? И мы прослушаем стихи, которые ребята сами сочинили. Вот я поздравляю вас с началом вот этого первого этапа. Предоставим слово уже теперь выступающим, да? Сквер свиданий, нежные прогулки и слова навеки в тишине. Нам светил в ночи фонарь признаний, ветерок надежды обдувал, и фонтанчик ласковых желаний милым чувством душу умывал. В ясный день игривыми лучами согревало солнце нас, любя. Мир вокруг наполнился цветами, я их сам придумал для тебя. Видимым крылом напротив царского чертога и устремился в поисках знакомого порога. Быть может, я хотел любви такой, что в мире этом нет. Возможно, ты была такой, кому не нужен. Быть может, я хотел любви такой, что в мире этого нет. Возможно, ты была такой. Кинув любовь, что мы смогли сберечь, и пусть года уходят, сгинув, да не об этом нынче речь. Ты для меня всегда прекрасна, всегда мы вместе, ты и я. Надеюсь, ты со мной согласна. Мне не представить без тебя. Как фамилия, имя? Фамилия, имя. Слушай, 8 это Симонов Андрей Юрьевич. Прямо как писать. Мне с тобой светло, вместе радостно нам. Мы с тобой вдвоем разошлись по домам. Разошлись, не сказав слов, которым века, лишь неловко к руке прикоснулась рука. Мне сказать бы в тот миг, ветки вишни кланя, ты люби, не люби, только помни меня. Только помни, что есть небосвод голубой. Только думай, что я где-то рядом с тобой. Где-то рядом стою, тем же ветром дышу. А встречаться со мной я тебя не прошу. Вот другая, еще одна песня. Мой новый франк, колесики со скрипом. Я на халатик тюремный променял. За эти 8 лет немало горя ныкал. И ни один на мне волосик полинял. А через 8 лет я снова на свободе. А ты такая же, как 8 лет назад. С такими карими и синими глазами. А куда ты поведешь меня опять? Спасибо за внимание. Восьмой трек впереди. Нормально. Сэм, посмотри, не быстро, не медленно. Громко не играйте, чтобы не... Ну все готовы, да? Громко играешь, у тебя лидирующий пар. Давай, Коленька, выучись по дороге. Готовы? Поехали. Андрюша, что сзади-то опять? Да, так получилось. Я потому что как получилось, мы слышали. Паша, почему сзади? Давай еще раз.